Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, и сейчас огромнейшая просьба всех хейтеров обязательно выключить данное видео и не смотреть его. Объясню почему. У нас на канале был еще 3 года назад прогноз по биткоину. Вот этот прогноз, вы видите его у себя на экранах. И хейтерам очень сложно смириться с тем, что действительно на рынке есть люди, которые смогли увидеть все это дело, которое сейчас разворачивается у нас на рынке еще в 2022 году, 16 июня. И поэтому они пишут кучу злобных комментариев и не верят, что биткоин достигнет 146. Они считают, что 120 это потолок. Я в свою очередь хочу сказать, что очень вероятно, что мы с вами наоборот максимально недооцениваем биткоин. Это 3 такие основные цели, которые я перед собой поставил еще в 2022 году. Что мы с вами здесь видим? Это 75 тысяч, 97 и 146. Вот так вот выглядел рост биткоина на месячном таймфрейме, если я не ошибаюсь, это месячный график. И вот так вот это все дело развивалось. Здесь было указано 2 варианта этой вот истории всей, да, такой вот плавный рост, который изображен шаблоном баров, и вот этой линией белой я изобразил более агрессивный рост. Мы сейчас с вами видим, что все-таки двигаемся именно по шаблону баров. И под конец здесь вот эти вот есть рамки, вот эти вот 2 линии, я их могу показать, вот эти 2 линии, я придерживаюсь своего прогноза, и это особый момент с апреля по ноябрь, это самый важный момент на крипторынке, это самое важное время. Вы могли не делать абсолютно ничего с 22 по 25 год, абсолютно ничего на рынке. Но именно с апреля по ноябрь для меня это критически важный момент. Почему? Потому что либо мы сделаем завершающую фазу роста на вот этом вот прогнозе, да, который я вам только что показал. Можно обновить страницу, проверить. Я вам ссылку оставлю в описании под видео. Это реальный прогноз, который был. Это самый важный момент сейчас на крипторынке. Либо мы увидим сейчас финальный рост и альтсезон, либо, если в этих рамках ничего на рынке не произойдет, то есть то, чего большинство не ожидает, я все-таки ожидаю. Если это не произойдет, то не будет уже в этом цикле никакого альтсезона, никакого роста. Просто вырастет биткоин, альта выйдет в ноль, в безубыток многие закроются, и на этом история на крипторынке закончится. Если же нет, если мы все-таки недооцениваем биткоин, то мы увидим нечто очень-очень неожиданное. Я вам уже много-много раз в самые важные моменты показывал, чего следует ожидать. И я снова вышел на рынок после месячного отсутствия. Да? Я занимался именно своей монетой, и она тоже улетит точно так же, как и биткоин, в to the moon, в космос, вместе со всеми альткоинами. И мы в этом видео поговорим почему. Не просто так я вам сказал, что с апреля по ноябрь это самый-самый важный момент на крипторынке. Вы все знаете, что действительно на биткоине есть цикличность, и эта цикличность, она отрабатывает, но она отрабатывает не так, как все этого ждут. Мы знаем, что формируются вот такие ключевые блоки, да, после пробития которых наступает капитуляция, и вся альта падает на 90%, 95%, 70%. Какая альта, как падает, это отдельный вопрос. Мы все это знаем. Но также не стоит забывать, что на крипторынке мы видим вот такие вот закономерности. Это расстояние от хая и до хая. И точно так же это расстояние от дна рынка до следующего дна рынка. Здесь мы видим 47. Это количество баров. Здесь мы точно так же видим с вами такую вот закономерность. Это 47 баров. И если мы будем мерять от хая к хаю, то точно так же мы будем видеть 47 баров. Что на крипторынке в прошлый раз произошло не так, то, чего не ожидали люди. Они думали, что это действительно хай, но был диссонанс, да, вот здесь вот они думали, что это хай, был диссонанс. Почему? Потому что биткоин, он же нарушил цикличность, все, и здесь все похоронили биткоин. Потом он просто сделал перехай и ушел в медвежий рынок.
Что нужно было делать умным людям, которые просто набирали альту, которая вот здесь вот альта у нас не росла? Что умные люди сделали? Они закрыли здесь, пересидели просадку и здесь уже полностью вышли. Что сделали неумные люди? Они здесь верили, что будет продолжение роста, хотя цикличность, вот, говорит нам 47 месяцев нужно ждать, просто нужно ждать. И на 47-й месяц принимать решение. Либо вы уже выходите из рынка и принимаете те результаты, которые у вас есть, либо вы сидите дальше, ждете непонятно чего и уходите в безубыток. Что мы видим здесь? 47-й месяц – это у нас октябрь. Поэтому я и выделил, что это последние месяцы, решающие на крипторынке. И либо здесь будет альтсезон, либо этого альтсезона уже не будет, и нужно выходить из рынка с тем, что есть. Я покажу ряд основных параметров, которые говорят, что биткоин 147 тысяч долларов будет стоить с вероятностью 90%. И 10% той вероятности, которую я здесь не учитываю, это то, что он будет стоить еще дороже. Почему? Почему и чем подкреплены мои слова? Да? Чем они подкреплены? Они подкреплены тем, что я давал точку входа еще и 7 месяцев назад. Я снимал видео, что биткоин будет 97, прямо перед ростом вы видите, 7 месяцев назад. И тогда биткоин стоил 66 тысяч. Также я говорил, что будет падение биткоина, вплоть до 60 оно возможно, да, когда биткоин стоил 95. Он уже закрыл мою цель в 97, сходил на 103-104. Тут мы очень длительно обсуждали, куда же упадет биткоин. И он падал до вот этого фиолетового облака. Все это помнят. Но хейтеры, они ничего не помнят, они пишут только гневные комментарии. Мы же с вами двигаемся и принимаем решение, что нам делать на крипторынке. На месячном таймфрейме мы с вами видим, что биткоин как раз сегодня, это у нас 21.05.2025, 21 мая, он уже в мае начинает выходить за вот этот вот очень важный для нас блок. На дневном таймфрейме была очень важная область, вот эта вот у нас область важная, это сопротивление. То, что здесь был биткоин, на это вообще не смотрите. Это заброс выше области, потому что весь основной объем проходил вот здесь, по данной точке. Я вам сейчас покажу этот объем. И точно так же мы видим после импульса первую паузу. То есть здесь уже пошли лимитные ордера продавцов с вот данной точки. Поэтому мы после всего этого дела сюда вернулись, проторговали эту область. И точно так же вы сходили с биткоином вместе со мной, кто подписан на мой канал, протестировали вот это вот накопление. Потому что здесь тоже было очень-очень много объема. Вы мне скажете, какой это объем, ты нам рассказываешь что-то с потолка, того, чего не существует. Вот объем, который мы с вами видим, и он у нас начинается на 73 тысячах. Мы эту ситуацию с вами уже пережили, и многие мне задавали вопрос, началась ли медвежка, я говорил, если мы упадем ниже 67 и сходим на 60 и ниже, да, то есть в данной области, уже здесь было бы понятно, что действительно вот тут уже медвежка, и шанс 1 на миллион развернуться с данной области, да, с диапазона 69-52. Тут эта ситуация выглядела бы вот таким вот образом, и здесь бы могла начаться медвежка. Но также я говорил о том, что здесь есть крупный объем, он нас удержал. И сверху объема так-то и нету. Единственный объем, который вы здесь видите, это вот этот 97 тысяч, вот этот вот такой горбик на гистограмме. И здесь вы его тоже видите. Как раз об этом объеме я сейчас вам здесь и рассказываю. И что из этого следует теперь? Чего ждать от биткоина? Ждать следует того, что если мы не будем опускаться ниже 97 953, то есть ниже вот этого блока, то можно считать, что биткоин все-таки удержал эту область и дальше будет рост. Повторюсь, на недельном таймфрейме у нас строго восходящий тренд. Потому что на недельном таймфрейме у нас синхронизировалось все с дневным. Мы над 8 EMA-линией на недельном. И точно так же мы над 8 EMA-линией на дневном таймфрейме. Вы скажете,
что здесь нету какого-то импульса, выглядит ситуация неуверенно. Но в районе хая я вам хочу сказать, что у нас всегда есть какие-то вот такие моменты. Мы не всегда проходим сразу за один день район хая. У нас даже бывала вот такая вот ситуация, да, перехай, уходим ниже и идем вверх. Между прочим, здесь тоже в районе хая, вот, если вы обратите внимание, вот здесь вот была такая проторговка. Не всегда, если мы делаем перехай, мы сразу улетаем. Даже здесь, после пробития вот этого вот хая, да, который вы здесь видите, вот этот хай, мы сначала увидели вот такое вот сопротивление. Что это? Это манипулятор, вы мне скажете, не манипулятор. Это лимитные ордера на продажу, потому что в этом и заключается вся соль и суть. Если мы пробиваем все эти лимитные ордера, то после этого мы не знаем до конца действительно где и какое количество их стоит. Здесь могут быть айсберги, и все метрики, которые существуют платные, они нам не покажут. Только сама биржа действительно знает, сколько здесь этих лимитных ордеров. Либо их разбирают, либо их выкупают, и после этого идет импульс. Здесь также будут и ликвидации шортистов, и тут куча целая ликвидности. Почему 147 и почему вот эта вот цикличность 47 месяцев, да, почему время только до октября? Вот такие вот цели я локально поставил: 130, 147 и 173. Если вы посмотрите, то конкретно вот на сегодня максимум это 125. Действительно, это то, чего ждут многие блогеры. И вот у нас эти рамки, да, апрель, ноябрь, 25 год. Это то, что мы с вами видим. Но по вилам Шифа, то, что я показываю постоянно на своем канале, и я их сравнивал в каком-то из видео с предыдущим циклом, где это все идеально у нас отрабатывало. По вилам Шифа до конца года 141 тысяча у нас, даже не до конца года, а до конца вот этого вот периода самого важного, который для себя выделил, это 140-142 тысячи. Но здесь есть только одна небольшая неувязка. Биткоин, он у нас на вилах Шифа не проходит до 173. Да. Он никогда не достигал именно самой верхней границы вил Шифа. Он всегда разворачивался от вот этой вот области, да, которая у нас идет. Вот это верхний такой карман. Кто разбирается в Боллинджере, он понимает. Точно такой же у нас канал есть и здесь. Это то, что мы видим по вилам Шифа. Да? Но второй момент такой, да, диссонанс, это то, что по FIBE биткоин, он тоже соблюдает всегда свои метрики, да, с поправкой на ветер. Что это имеется в виду, поправка на ветер? Мы смотрим на объемы, и мы не всегда можем использовать эти вот уровни Фибоначчи, потому что для того, чтобы их использовать, нужно, чтобы половина, как минимум, бычьего рынка уже прошла. То есть мы здесь, конечно, не знаем на 100% дно это или нет. И здесь до сих пор не знаем. Но уже, когда мы хотим понимать, где нам фиксироваться, мы понимаем действительно, что это было дно медвежьего рынка, и уже можем сюда натягивать сетку Фибоначчи. Это говорит поправка на ветер. То есть мы Фибоначчи с запозданием в целый год-полтора используем. И по Фибе мы видим четкую отработку. После переписывания ATH 127 уровень по Фибе мы не можем пробить. И сейчас мы ждем, когда неделька закроется над 127 уровнем, и тогда для биткоина откроется дорога вплоть до 173 800. Я говорю, что да, недооцениваем мы биткоин. И вы мне скажете, что я сам себе противоречу. Но вы меня поймите тоже. Потом-то хейтеры заскринят это все, запишут и скажут: вот там говорил 170, а он там на 300 улетел. То есть я все равно не буду угождать всем и не понравлюсь всем. Кто-то напишет: вот, а он 140 был, а не 143, да, и потом в медвежку мы ушли. Видео я же с канала не удаляю, но я хотя бы понимаю, что происходит. И сейчас, пока я до сих пор, вот это моя любимая фраза, я еще не вижу никаких предпосылок для того, что вот сейчас прям все будет очень-очень плохо. Да, здесь были предпосылки, я говорил какие, и чего стоит ждать для того, чтобы понять, что действительно медвежка началась. Здесь
Я пока смотрю только в лонг, я не вижу здесь ничего пока шортового. Единственное, что мне не нравится, это то, что по биткоину здесь нету сейчас крупных объемов. Да, дельта положительная, это хорошо. Мы здесь на такой дельте выходили. Возможно, просто не сегодня, да, возможно, под конец недели эти все объемы появятся. Но пока мы с вами видим, что здесь на крупном объеме мы сделали перехай. Здесь была пауза, раз, два, 3, даже 4 дня. И потом зашел крупный объем, который разъел все лимитки. Мы улетели, вышли в новый диапазон. По биткоину и по альт-сезону. Вот такую вот мы картину видим. Что я вижу на дневке? На дневке я вижу, что мы уже очень-очень высоко, да, но мы также с вами видим такую картину, что когда все-таки хай какой-то поставлен, да, импульс основной закончен, мы все-таки по RSI доходим, ну, куда-то в район 87. Мы еще даже черный уровень 77 по RSI не преодолели. На дневке нет смысла смотреть EMA-линии, там все окей. На трехдневке ситуация куда более интересная. Смотрите, когда мы делали выход с 49 на 104, как у нас выглядел MACD? Когда начинался только импульс, MACD был, вот только начинается импульс. MACD был вот здесь. Вот у нас был MACD, только начинался импульс. Вот это место. Вот по биткоину. Это только начало импульса. То есть у нас еще дорога как минимум к вот этим вот уровням по MACD. Это только трехдневка у нас. То есть у нас еще есть вот такой вот запас роста. Хотя на этих индикаторах, видите, уже мы в верхушке. Но также стоит понимать, что этот индикатор, он может ходить здесь вот так. И он может это делать очень долго. Он может это делать вот так. Он это может делать вот так. И мы даже видели с вами вот такую картину, да, то есть уже начался альт-сезон, у нас даже биткоин еще находится на хаях, а индикатор ушел вниз. То есть за индикаторами стоит все равно наблюдать. Они не дают нам каких-то торговых идей, они нам дают только подсказки, и не бывает хороших индикаторов, да, такое есть известное выражение одного блогера, бывают полезные индикаторы. Вот индикаторы, они полезные. На недельке мы видим, что вот наши хаи по битку, вот наши хаи по битку, вот они, да. Вот, и мы видим, где у нас находится индикатор. То есть наши индикаторы для того, чтобы биткоин начал уже разворот, они должны синхронизироваться. Надо, чтобы этот индикатор был вот здесь вот вверху, и этот его догнал. А также по MACD мы здесь видим только начало роста, и сигнальная линия тоже здесь только-только пересекла все это дело. Но это не так интересно. Что здесь более интересно? Более интересно здесь это наш RSI на недельном таймфрейме. Что мы здесь видим? По недельке это у нас ноябрь 23, февраль 24 и ноябрь 24. Это у нас недавний наш рост. Что мы здесь видим очень такого интересного? Бычий рынок. Вот он как выглядит у нас именно с альт-сезоном. Вот. Мы должны сделать заброс выше вот этого вот уровня. У нас последний раз такое вот было март 24, да. Здесь у нас пока еще не было вот такого вот заброса серьезного по биткоину, как мы это видели в вот этих вот двух случаях. Это очень-очень важный показатель того, что на недельке нам еще есть куда расти. Сначала дойти до 77 по RSI, а потом 86. И не стоит забывать, что так-то RSI у нас недельный, он может быть 100, а мы сейчас находимся крайне далеко от 100. Сейчас у нас RSI недельный 65. Нужно понимать, что мы только вот пересекли, как неделя-две прошло, вот этот важный уровень желтый. Да? И что более важно, мы уже 3, даже или 4 больше раз, намного больше раз тестировали вот этот уровень, важный, критически красный. С этого уровня начинается медвежий рынок. Вот как выглядел медвежий рынок на биткоине. То есть нам нужно сходить вверх, а потом еще и опуститься. И это все очень длинная история. И пробить потом уровень 43. Здесь будет капитуляция и падение всего рынка альткоинов. Также мы с вами можем посмотреть на месяц уже, а не на недельку. И я вам говорил, что здесь происходит очень интересная ситуация. Мы с вами не можем пересечь 77 по RSI на месяце. Это говорит о том, что, возможно, эти последние месяцы на крипторынке будут
с максимально сильным ростом. Почему? Потому что мы подходили уже один раз сюда, мы подходили вот второй раз сюда, и вот третий раз. И этот раз он уже все-таки должен стать пробитием. Здесь, когда будет RSI 86, мне кажется, лучше большую часть позиций по рынку скинуть 50% и оставить оставшуюся половину, может даже 30% только на тот случай, что мы по RSI на месяце пересечем вот и сделаем вот такие вот показатели, да, то есть пересечем даже 86. Почему? Потому что как раз вот этот вот диапазон здесь активно должна расти альта. Именно вот в этом диапазоне с 86 до 77. Все это должно сопровождаться падением биткоин-доминации. Мы здесь видим, как тоже была такая ситуация, когда биткоин не сразу смог в 2017 году это сделать, и даже в 2020 году мы тоже здесь видим вот такую вот паузу, когда RSI у нас после пересечения вот этого черного уровня сделал вот такую вот паузу здесь. Если вы добавите здесь индикатора, вы увидите, что действительно там была серьезная коррекция. Поэтому мне кажется, это идет глобальный такой поджим по биткоину с пробитием, и потом только нам нужно будет опять-таки опуститься на 59-ю линию по RSI, и вот это будет медвежьим рынком. То есть нам нужно сходить сюда, а потом с пробитием 59 уровня по RSI и будет начало медвежьего рынка. Также по другим индикаторам мы видим, что не было еще той фазы, когда полностью мы прилипли к 100. Здесь тоже такой ситуации не было, что мы прям легли на 100. И вот здесь вы видите тоже такая ситуация. А мы видим только вот такую картину на этом индикаторе. И только-только здесь на месяце случился разворот на рост. Вот здесь чуть-чуть вот прям только еле-еле наша синяя линия пересекает красную. Вот если вы посмотрите, она даже еще, ну, чуть-чуть она это сделала, видите, совсем чуть-чуть. То есть тут на самом деле потенциал еще более куда огромней, чем мы с вами можем предположить на самом деле. Поэтому я и говорю, что мы можем очень сильно недооценивать биткоин. Очень сильно. И таким образом, если мы пересекаем вот этот вот уровень 103, вот такой вот у нас широкий диапазон открывается. От 103 вплоть до 173. Это как максимальная такая цель, экстраординарная, возможно, это 67% еще роста по биткоину. И не забывайте, что нам нужно будет где-то месяца, 3 месяца или 1 месяц распределиться по биткоину, чтобы уйти в медвежий рынок. То есть, как это было здесь, вы можете увидеть, на недельном таймфрейме мы начали уходить под 8-ю EMA-линию вот в таком боковике. Здесь на самом деле боковик, и индикаторы наши здесь начали уходить вниз, и индикаторы опередили график. Они уже пробили все наши вот эти сигнальные линии, да, о которых я вам говорю. Вот эти вот все сигнальные линии, которые я здесь обозначил, они были пробиты на наших индикаторах сначала, а потом только уже упал биткоин. Поэтому я и говорю, что, ребята, очень внимательно следите за графиком, за индикаторами, за всем этим делом. Вот наш истинный хай, как он выглядел, когда мы поставили этот хай, ушли в коррекцию более чем на полгода. Вот как он выглядел. Здесь мы пока такого еще не видим, и индикаторы только-только идут вверх. И бонусом я вам хочу показать на недельке ADX и DI. Вот что вы видите по ADX и DI. Наш индикатор тоже развернулся. Зеленая вот эта линия, она говорит о смене тренда. И у нас есть DI минус, который 13.77 сейчас значение. И ему есть куда падать. А вот на хаях рынка, где у нас бывает на двойке где-то или на тройке наш DI минус. Поэтому, ребята, биткоин выглядит очень по-бычьи, и если у вас есть какие-то несостыковки или вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях под данным видео. Я сегодня написал в своем канале, что я полностью вошел в рынок, всю прибыль от рынка я в конечном итоге потом с цикла инвестирую в свою же монету, вот, которую вы видите сейчас у себя на экране, этот график монеты. Ей уже 2 или 3 месяца, насколько я знаю. Я сейчас не слежу там за графиком, у меня есть специальные люди, они этим занимаются. Моя задача сейчас собирать средства, как раз таки резервные, вот 3 месяца, да, нашей монете уже. И опять-таки ответочка
хейтерам, никто никого не соскамил, ничего тут у нас не слилось в ноль, как многие говорят, от цены запуска. Мы не опускаем монету, да, дал я такое указание, чтобы сюда монету не опускали. Вот 340% с самого дна мы ее держим, и все у нас сейчас с вами хорошо. Поэтому я буду на связи в момент этого видео или раньше, может чуть позже. Я также скину в телеграм-канале много-много альткоинов, которые я также набирал. В телеграме я писал, какие альткоины я покупал. Поэтому желаю вам всем профита и удачи. Я буду держать эти 3 месяца руку на пульсе, информировать о любых изменениях сразу. Даже не в видеоформате, а в Телеграме буду записывать Телеграм-кружочки. То есть это самое важное время, сейчас нужно сконцентрироваться. Всех обнял, всем удачи и профита.